Друзья, всем привет! Вы на канале «Практический арбитраж». Сегодня в данном видео я покажу, как с нуля запуститься с ограниченным бюджетом в Facebook на вертикаль iGaming. Мы с вами запустим Tier 3 гео, которые вместе пошагово соберем. На примере вчерашнего гео, который мы запускали в предыдущем видео на Мозамбик, мы с вами разберем ряд нюансов. На экране вы видите у нас статистику того пролития оффера. И что хотелось бы здесь сказать. Во многие гео есть ряд трудностей для входа новичкам. И из-за отсутствия бюджета для запуска возникают трудности, да, поэтому я по шагам вам покажу, как запустить рекламу на дешевые страны, и мы постараемся уложиться в 500-1000 долларов. Вместе с расходкой, со спендом и всей архитектурой. Мы запустимся тоже на Африку. Там мы запускали Мозамбик, сегодня, думаю, давайте разберем Нигерию. Вот такие результаты, еще раз, друзья, вышли по предыдущему заливу. Сразу здесь будет некая польза, да, для ребят, кто смотрит нас не из разряда, да, новичков, которые хотят зайти в Facebook, а для аудитории, которая уже с опытом. Что хотелось бы тут подметить? Посмотрите внимательно. У нас получилось за 3 дня пролива. Давайте обновим статку. Может быть, что-то еще у нас добавилось. О, еще 4 FTD, друзья, долетело. Суть какая? У нас получилось 116 FTD. Напомню, выплата была $3, да. Мы с вами запустили кампанию 8 февраля. И давайте с 8 по 10, да, прогрузим статистику. В данных у нас запусках, да, отбилось 33 депозита плюс 7, это получается 40. И где наш второй кабинет, да, тоже также с 8 по 10. Давайте быстренько подгрузим. И тут у нас с вами получается 40, 64, ой, 62, плюс 13, да, это 75, 11, 86 и 8. В общем, итого 94 депозита у нас отстучал. Друзья, из 116. Если мы с вами 116, да, умножим, собственно, на 3, у нас ревенью получается... То есть я сейчас объясню, в чем речь, просто хочется показать, какой результат получился, да. 116 FTD умножим с вами на 3, и у нас получилось $348 ревенью. И вернемся к нашим кабинетам, да, у нас в тотале... Сейчас выделю, чтобы у нас не было такого рассинхрона нашей запущенной компании, да. Здесь у нас получилось с вами в тотале спенда $165. И другой давайте кабинет тоже выберем. Наши 3 компании. И тут у нас с вами в тотале получилось сколько? 127, да, то есть еще раз, 126 плюс 120, давайте вычтем, да, то есть 165 и минус 127. То есть чистым у нас получилось $56 чистого профита, да, с вычетом всех затрат. Данные компании, на самом деле, будут еще очень сильно иметь глобальную доходимость трафика. Но хотелось бы здесь подметить немного другое. Ряд событий, как вы видите, не отстучал. Сейчас есть глобальная проблема, наверняка, думаю, многие с этим сталкиваются. Facebook вновь вводит различные апдейты, кто-то, собственно, знает эту информацию, кто-то не знает, мы с вами давайте все-таки затронем. Вам необходимо ваш домен, друзья, добавлять к пикселю в Event Manager в список разрешенных. Вот этот нюансик мы быстренько с вами давайте посмотрим и сделаем пошаговый запуск на Нигерию. Что нам необходимо? Итак, нам потребуется, друзья, Anti-Detect Browser Vision. Браузер Vision, да, открываем, и, собственно, для вашей операционной системы вы его скачиваете. По факту вам потребуется самый дефолтный тариф, минимальный тариф микро, $29. Притом, друзья, с нашим промокодом вы можете получить скидку в районе 20-30%. Промокод LeadGenerals, друзья, воспользуйтесь, вам все плюшки дарим. После того, как вы приобрели тариф, скачали софт, исходя из той операционной системы, с которой вы работаете, следующим шагом вам необходимо завести в Anti-Detect аккаунт. Давайте здесь тоже разберем. По добавлению профиля, друзья. В такой вариации вам предлагаются аккаунты, соцформы, да, в Фейсбуке. Какой сетап можно, на самом деле, заиспользовать? Сейчас пообщался тоже за последние дни с рядом команд, действующих веб-мастеров, в том числе и наших сотрудников, и можно, на самом деле, запускаться даже с личек, чтобы вам сэкономить максимально косты. Ну, давайте по порядку. Вам для начала необходимо 2 социальных профиля, с одной страничкой, да, с одним фан-пейджом, с бизнес-менеджером, ну и, собственно, все, этого хватит за глаза. Всю расходку, друзья, можете приобрести в нашем шопе, ссылка также есть в описании, leadgeneral.nizu.shop, и можете воспользоваться, да, вам подберут данный сетап. Что необходимо? 2 самых простейших фарма, самых дешевых берите с одним БМом. И вот в такой визуализации вам предоставляют доступ к самому аккаунту. Что у нас здесь по синтаксису есть? Давайте так, для новичков этот момент
затронем, разберем, да. Логин, пароль к самому соцу, линка на социальный профиль, дата рождения социального профиля, код двухфакторной аутентификации, который у вас многократно будет возникать, коды для восстановления, если вы вдруг данный код потеряете, почта и пароль к почте, который привязан к аккаунту. Далее идет токен, который вам нужен для автоматизации. Собственно, мы его с вами использовать нигде сейчас не будем, потому что никакие сервисы вроде FBTool и прочие истории здесь вам не пригодятся. Как заводится профиль в Antidetect? Давайте просто момент зафиксируем. Вам достаточно скопировать куки от квадратной скобочки до квадратной скобочки, и, собственно, по кукам вы можете завести в любой антик, даже если вы вдруг решите там не с Vision работать, да, в любой антик можете завести сам соц. Ниже идет еще юзер-агент, он вам также здесь не потребуется. Как заводится профиль? Все довольно просто. Выбираем «Создать профиль» и по неймингу указывать техническое название профиля, фарм, допустим, первый, да, в рамках дня, и дату его добавления, 10.02. Статус можете поставить, собственно, активен. Мы, как команда, используем ряд различных статусов, так как у нас идет сегментирование, и саппорты разгружают от различных операционных задач. Здесь вам, опять же, это не потребуется. Мы делаем такой максимально простой, бюджетный запуск на Gimblue для новичков, друзья. Теги также всегда именуете под себя, ну, мы назовем так тест, да, допустим, профиль. И, собственно, ниже выбираете операционную систему, с которой вы работаете. Автоматически Vision подтягивается та операционка, с которой вы локально работаете, в данном случае macOS. Подгружаете прокси. Прокси вам также, вы можете их приобрести в нашем шопе, то есть вы можете все под ключ, в принципе, в целом, в общем, собрать, весь сетап. В том числе и прокси, и спинды, если кому-то нужны, и более другие крепкие аккаунты. Но идем по порядку. Заводим, значит, проксю, какую будете вдруг, если использовать, да, давайте возьмем там американскую. Подставляем куки и нажимаем «Создать профиль». Больше никаких тут тяжелых действий нам, на самом деле, не требуется. Профиль очень быстро, да, заводится у нас в сам Antidetect. После чего мы его можем запускать. Таким образом, фиксируем. Вам необходимо два форма, дефис соца, кинга, мамки, как угодно можете называть. Это одна и та же аббревиатура социальных профилей, как мы, собственно, на менторстве это и рассказываем. Дальше. Два соца свизуализировали, с вами завели, и есть у нас один бизнес-менеджер. В этот БМ вы добавляете рекламные кабинеты, которые дополнительно будете также приобретать. Я бы рекомендовал взять обычные даже на старте РК соци, то есть у каждого социального профиля есть всегда один рекламный кабинет. И, в принципе, вы с него также можете и запуститься. Давайте вот откроем, допустим, главную страничку ADS-менеджера, и нам по дефолту откроется рекламный кабинет данного соца, вот этой дамочки нашей, Елены Шаноны соца, да, вот это 219, это и есть обычный авторек. По свойствам данного кабинета он, естественно, идет $50 лимитный, но вот касаемо таймзон, да, про который мы постоянно говорим, таймзону при привязке карты вы можете, естественно, поменять. Какие платежные решения нужно, да, использовать? Я бы рекомендовал, друзья, использовать ADS-карт. Данный сервис без проблем вяжет все карты, никаких рисков не вылазит, никаких фризов не происходит. Без проблем карты вяжутся, все подтверждается, и можете корректно работать. Сервис максимально себя зарекомендовал, работает с кучей инфлюенсеров, да, в том числе и с нами. И также по промокоду LeadGeneral сможете получить специальные там условия, какие-то плюшки, даже дополнительные бесплатные карты. Ссылочка также будет, друзья, в описании. После того, как карта у вас есть, вы ее выпустите внутри кабинета, либо вам поддержка подскажет, вам необходимо зайти в раздел биллинга, да, подвязать саму карточку. Мы с вами сейчас это сымитируем. Понятно, что у меня уже все подвязано, мы на более крепких кабинетах используем, но пока таким образом свизуализируем. Вот этот 219 кабинет у вас открылся, да, и при добавлении карты идет некие манипуляции, которые многие до сих пор, друзья, не делают, и здесь бы я хотел обратить особое внимание. Страну, регион и валюту вы можете, на самом деле, не менять, а вот часовой пояс вы выставляете под тот рабочий график, с которого вы привыкли работать. Ну, например, выбрать таймзону GMT-8, либо выбрать там -7. В общем, ваша задача выбрать те кабинеты, которые стартуют у вас с утра. Почему? Вам корректно их будет и легко вести, да, фиксировать, быстро фильтровать на старте. Ну, в общем, это весьма корректно, удобная работа. Если мы хотим затранслировать предыдущий, да, запуск полностью, то вам достаточно взять GMT-7. Напомню, что у нас вот все эти запуски были на кабинетах, да, GMT-7 как раз-таки запущены. Поэтому таким образом, на самом-то деле, да, это весьма будет вам удобно, и, ну, прекраснейший результат вы на выходе получите. Окей, фиксируем. То есть после того, как вы
Подвязали карточку. Ваше следующее действие, друзья, завести рекламные кабинеты в бизнес-менеджер. То есть я бы рекомендовал их добавить, чтобы они у вас там аккумулировались, и это был правильный такой некий, как я уже ранее сказал, диверсифицированный сетап. Каким образом рекламный кабинет добавляется в антидетект? Вам необходимо взять ID кабинета, скопировать, да. После того, как вы ID-шку кабинета забрали, следующим шагом вам необходимо зайти в бизнес-менеджер и в разделе «Рекламные кабинеты» через запрос и добавление его подгрузить. То есть никаких трудностей там также у вас не возникнет. Окей, это тоже мы с вами, да, фиксируем. Собственно, следующий наш с вами шаг. После того, как рекламный кабинет у нас добавлены, вам необходимо фан-пейдж, страничку, да, также оформить. Давайте мы этот момент так наглядно, скажем так, разберем. Итак, друзья, после того, как вам пошарили страничку, да, купленную, вам необходимо ее также оформить под воронку. На примере одной из фанок наших клиентов, я здесь разберу, чтобы нам сейчас руками времени не тратить, не оформлять, да, как страничка оформляется. Вам необходимо тематично оформить шапку профиля с различными фичами, да, и триггерами, кликбейтом, платегами, какими-то фичами и так далее. Дальше, чтобы ваша фанка серчилась в поиске, необходимо указать Google Maps точку на карте, согласно гео, мобильный номер с префиксом кода страны, линку short URL, сокращенно ведущую на ПВА-приложение. Дальше поставить посты, да. Также эти посты будут аудиторию прогревать с контентом, с креативами, также с ссылкой. И вот таким образом ваша фан-пейдж будет полностью оформлена под воронку. Что значит под воронку? Вы ее оформляете согласно того слота, да, который вы используете. Вы оформляете ее с максимальным допрогревом, чтобы юзеры могли здесь допрогреться и перейти к целевому действию. Вот таким образом, друзья, фан-пейдж должна эталонно быть оформлена. Более подробно мы это, конечно же, рассказываем на менторстве, с вами затрагиваем и так далее. Если кому-то это будет интересно, все контакты и ссылочки будут в описании. Но пока идем поэтапно. У нас такой пошаговый запуск, да. После того, как, друзья, у нас с вами настроен наш, скажем так, сетап, да, следующим шагом необходимо выбрать оффер. По выбору оффера, да, есть тоже такой немаловажный фактор. Вам необходимо перейти на нашу партнерскую программу leadgenerals.com и выбрать тот оффер, который будет, собственно, использоваться, да, в нашем заливе. Сегодня мы с вами разберем залив на Нигерию. Оффер я вам чуть позже покажу, да, в последующих там ведении, скажем так, этой компании. Таким образом, здесь очень важно подметить следующее, да. Зашли, зарегистрировали, завели аккаунт, и следующим вашим шагом, конечно же, вам потребуется, друзья, трекер, да. Трекер мы используем от SetPro. На самом деле в данном сервисе вы можете сэкономить косты, а именно и использовать сразу и ПВА, и ленды, и трекер, еще раз повторюсь, и всю настройку в едином сервисе. По нашему также промокоду, по ссылке в описании получите дополнительные фичи. Максимально круто сервис развивается, на самом деле набивает свои там определенные плоды. Ну, в общем, рекомендую просто хотя бы затестировать, друзья. Для новичков, тем более, это будет полезно, так как у вас в одном ключе все это будет интегрировано. После того, как вы взяли ссылку в партнерской программе, следующим шагом вам необходимо завести данный оффер в партнерку, в трекер, прошу прощения. Но прежде чем вы будете заводить трекер в партнерку, да, вам необходимо, естественно, завести саму партнерскую программу, чтобы настроить принятие постбэков в данный трекер, в данном случае от SetPro. Кто-то использует Kitara, кто-то использует Binom и любые другие трекеры. Логика везде одна и та же. Фича от SetPro, то, что все в едином сервисе здесь скомпоновано. И на самом деле это вам даст тоже определенные плоды. Таким образом, мы с вами заводим здесь CPA-сеть через плюсик, да, я уже многократно это показал, на самом деле вам не нужно даже не изобретать здесь никакой велосипед, на уровне там с рядом других партнерок, Lead General здесь есть уже в шаблоне заведен, да, в целом, в общем, мы с ребятами синтегрировались, все корректно отстукивает, поэтому ваша задача просто выбрать нашу партнерскую программу, нажать «Сохранить», и она у вас будет, как сейчас на данном экране у меня, да, добавлена. После того, как вы ее завели, следующим шагом мы заводим сами оффер, да. По офферу вам необходимо указать название. Давайте напишем то, что это Нигерия. Там. Ну, я напишу тест-оффер, друзья. Не буду сейчас название оффера, опять же говорю, палить. Мы дальше с вами его покажем, да, в этом же видео до конца. Следующим шагом мы выбираем с вами CPA-сетку, от которой данный оффер берется, и страну, да, то есть указать, собственно, еще нужно страну, которая соответствует офферу. То есть это у нас будет Нигерия. Наверное, на английском, друзья. Сейчас, секундочку. Да, Нигерия. Отлично. Выбрали.
все корректно. Можете добавить также еще макросы, если какие-то вы передаете для данного, опять же, гео. Мы ничего не добавляем, пока по дефолту делаем. После того, как вы добавили оффер, необходимо добавить его направление. То есть указать, по сути, реферальную ссылку, куда юзер будет редиректить, перекидывать. В названии оффера мы указываем уже сам его нейминг. Там, допустим, оффер X будет, да. CPI-сетка выбрана, сам оффер тоже выбран. И в поле URL вам необходимо поставить из нашей партнерской программы саму ссылочку. Давайте на момент я вам все-таки отвлеку, сейчас покажу. Так, друзья, мы зашли в один из наших, одной подкоманды, да, кабинетов в нашей партнерской программе по интерфейсу. Что вам необходимо? Вам необходимо, друзья, в разделе «Оффер», да, определиться с оффером. На самом деле, после регистрации у вас будет отдельный чат с нашими менеджерами, которые вам, в принципе, подскажут и посодействуют, какой оффер необходимо выбрать на то или иное гео и предложат, что, собственно, сейчас более актуально и лучше конвертит. Опять же, мы по сравнению с другими партнерскими программами, да, имеем собственный байинг, и за счет этого у нас более расширенные капы, более интересные условия, поэтому, друзья, вы здесь точно не прогадаете. После того, как вы определились с оффером, допустим, я там сейчас выберу, там, неважно, не привязываемся к гео, да, какой-то оффер определились, выбрали, реферальная ссылка у вас будет в разделе трекинговые ссылки. То есть ваша задача скопировать эту линку, и дальше уже перейти в сам трекер, да, от SetPro и поставить ее в поле URL. Единственная такая рекомендация, да, вот этот параметр AVClick ID, который содержит уникальное значение клика, я бы не убирал. И через амперсанд вы можете таким образом соединить этот параметр, чтобы все максимально корректно передавалось. То есть мы с вами указываем реф-ссылку и дальше вставляем, оставляем, точнее, правильно сказать, да, оставляем параметр AVClick ID, в котором содержится уникальное значение клика. Я здесь стараюсь, друзья, без терминологии, без какой-либо там, скажем, теоретической составляющей, да, чтобы было максимально понятно просто-напросто новичку. Следующим шагом, как мы с вами добавили оффер. Направление у нас заведено, вам необходимо завести PWA-приложение. То есть создать сам ленд с PWA-шкой, настроить его. Также можно создать тематический ленд. Мы сейчас с вами это тоже затронем и посмотрим. Здесь уже, конечно, у вас в дальнейшем будет включаться некая творческая составляющая. Необходимо потестировать различные гео, что-либо попробовать, посмотреть, как оно отрабатывает. И мы затронем еще потом некие нюансы в конце, да, данного видео. Вы послушайте мои наставнические рекомендации. Пока идем дальше пошагово. После того, как вы завели оффер, друзья, следующим шагом вам необходимо настроить сам визуал, да, приложения. И для этого, конечно, хотелось бы определиться, где это приложение взять. Тут нам на помощь следующий сервис приходит, да, Тайвер. По Тайверу, друзья, тоже есть все ссылочки в описании. По нашему промокоду, наш промокод, мне кажется, просто уникальный, Lead Generals. Можете в любой сервис приходить, в любой шоп, и наш промик везде указывать, везде будут скидки, потому что мы для своей аудитории, да, дарим максимальные плюшки, чтобы вы всегда экономили хотя бы какую-то копеечку. Тут на Тайвере сэкономили, на Антике сэкономили, на Ацете сэкономили, на карточках сэкономили, ну и, собственно, вуаля, уже энная сумма у вас зафиксировалась. По тарифу, в целом, в общем, у нас все косты, знаете, с Антиком, с Asset Pro выйдет где-то в районе там, $100. То есть мы так вот зафиксируем, то есть $100 у нас уже будет с вами потрачено из того бюджета, который мы закладываем. То есть у нас бюджет с вами общий, да, на запуск $500-1000. 500-1000. Следующим шагом, что необходимо? Мы с вами проговорили, допустим, про Нигерию, да, нам необходимо найти креативы. Мы выбираем наше гео, и вот второй столбик в ссылке, здесь есть ряд макросов. Вот здесь вы их запишите, либо они у нас появятся где-то вот здесь вот. Это FBP равно, FB Dynamic Pixel, это FB Clit, это Pixel равно, если про сервис партнерсов говорить. Ну, в общем, куча UTM-меток, по которым вы можете найти оформление приложений. И таким образом, наша следующая с вами задача. Мы по дефолту, по самой распространенной UTM-метке, да, делаем поиск. Нам открывается какое-то... Вот здесь, кстати, можно еще ставить галочку, отображать скрытый фанпейдж, друзья, я забыл. Таким образом, те ребята, которые пытаются скрыть креативы, да, чтобы фанпейдж не серчилось, да, это на самом деле тоже, друзья, пробивается, поэтому не стоит переживать. Кстати, хотел бы, наверное, так видео, если это аудитория, эти ребята, да, смотрят, у нас так совпало, что предыдущий, да, там, залив в Мозамбик, который мы с Алексеем делали, мы его запускали как раз-таки со спая, да, и вот попалось так, что клиенты, да, вебы, да, с нашей ПП, это их не был, там, подход, их не связка, но, друзья, в действительности работает, молодцы, что ее сделали, мы уже по этим референсам наделали еще кучу других референсов, статичных, да, и будем перезаливать однозначно этот подход, но я просто к чему? Через пайку, друзья, вот сейчас новички, которые смотрят, да, вы можете находить действующие подходы, просто алгоритмику действий нужно делать правильные, это раз, а второй момент, более дотошно его серчить, уделять этому достаточно времени.
Конечно же, мы сделаем блок еще и потом по генерации аишки, но сегодня у нас самый такой дефолтный. Вот у нас нету понимания, как вот новичку зайти прям в гемблинг, да, с минимального бюджета. И в действительности это можно сделать. Я вот просто вчера, когда мы Нигерию запускали, да, полили ее, сейчас она там льется, мы ее масштабим. Веба у нас уже там по баингу масштабит. Ну, в общем, на самом деле она дает хорошие рая. И дешевый, по сути, гео, да, не Нигерия, прошу прощения, Мозамбик. $3 выплаты, но по доллару, ну, давайте даже по 2 округлитесь с какими-то перекрутами, там, невнимательной отслежкой, как у нас в целом даже с Лешей выходит, потому что мы, понятно, кучей других задач занимаемся. Но можно добиваться того, что на выходе получаются плюсовые рая. Но если вот опять же там углубиться, мы сейчас там какие-то кабинеты еще вебов наших внутренних подпалим, я просто их там смотрю, мониторю, да, вы увидите, что по тому же Мозамбику ребята выкупают депозиты по 50, по 70 центов, там по доллару даже есть. Ну, это вот считайте, 200 роев в целом общем можно держать. И в том числе в Гео Нигерии тоже. Ушли в сторону. Есть у нас с вами куча референсов, куча различных креативов. Следующим шагом необходимо определиться, да, какой креатив мы бы хотели взять. Естественно, здесь не нужно выбирать то, что там много раз повторяется, вот, типа как с Криштиану Роналдо есть там, да, креатив. Не нужно там Пленкуиту много раз выбирать. Суть какая? Вы можете вообще тыкать каждый визуал референса, да, то есть индивидуальную визуалку креатива каждую проверить. Проверить каким образом. Вот, допустим, есть дефолтный интерфейс Chicken Road. Ваша задача перейти на фан-пейдж через библиотеку рекламы. Нажав на нее, думаю, все видели, еще раз повторюсь, да, вот, то есть на нейминг фанки мы с вами нажимаем, нас перекидывает в библиотеку рекламы. И тут показывается куча креативов, которые на этой фан-пейдж запущены. В том числе мы находим и те самые референсы, которые льются на Нигерию. Задача ваша какая? Я не буду сейчас уже дотошно искать, хотя, друзья, мы с вами дотошно и нашли. С первого раза повезло, как раз вот специально, видимо, для видео нам с вами везет. Я не готовился, честно, ни к одному видео не готовлюсь, просто здесь сейчас с вами делаю. Если, наверное, как команда моя призывает, я бы готовился, писал какие-то сценарии, видео были более, наверное, такие короткие, да, и практичные. Ну да ладно. Есть у нас с вами референс, то есть данное объявление льется, обращу ваше внимание, от 6 февраля. Сегодня у нас, если моя память не изменяет, да, 10 число, и данная объява в активе более 4, ну, там 4 плюс, 4 равно плюс дней, да. В целом, в общем, можно ее взять. Эталонно вам скажу, что ваш такой фильтр должен быть данного параметра 5 плюс дней в активе. Если такие объявления вы находите, можете смело данный референс забирать на тест и пробовать его запускать. Нашли с вами референс креатива, мы его скачиваем логично через тайвер. Здесь качество не сжимается, то есть есть кнопочка «Скачать», да, мы его сохраняем, выкачиваем и можем уже использовать. Но креатив-то у нас с вами есть. Хотелось бы дальше узнать, что внутри за приложение заложено. И у нас есть с вами линка, ведущая, да, данное ПВА-приложение. Здесь есть такой нюанс, да. Логично, у нас открывается white page, такая беленькая страничка, да, здесь даже без заглушки. Я, наверное, своим таким вооруженным взглядом, да, предположу, что это, скорее всего, сервис Skakap. Есть там определенные лайфхаки, которые я не буду там через витые метки показывать, в том числе и у Skak. Это мы больше там на менторстве показываем, да, разжевываем. Но ваша задача найти визуал приложение, да, то есть посмотреть, что внутри все-таки у юзера заложено. И каким это образом. Мы идем в следующий такой некий инструментарий, который вам потребуется, он абсолютно, опять же, бесплатный от нашей команды. Это наш сервис пробива клакинга, да, переходим в него. Итак, друзья, мы перешли в нашего бота по пробиву клаки, да, давайте еще раз его адрес покажу. Все есть в описании, lead general /снизу, anti-claw /снизу бот. Переходите в него, и ваша задача, собственно, пробить клаку данного приложения и забрать визуал. Каким образом это делается? Отправляете старт, подгружается у вас диалоговое окно, вам необходимо выбирать всегда альтернативный метод, он сейчас более качественный. Прописываете аббревиатуру GEO. Кто не знает, какая аббревиатура GEO там используется, друзья, на самом деле, да, все довольно просто. Вот вам подсказка. Следующим шагом указываем гео, и у нас сейчас потребуется линка, да, то есть отправьте ссылку, которая необходима для пробива. И мы указываем с вами линку. Лучше ее написать, конечно, с протоколом, как она была. И отправляем ссылочку. Сейчас нам прогрузится, друзья, визуал данного приложения, которое внутри, если оно активно, да, и есть. И, собственно, мы его можем
дальше позаимствовать. Я вам сейчас еще кое-какой нюанс скажу. Не буду здесь уже так подпаливать тоже, да, оффер, чтобы не было. Вы можете сами там доэкспериментировать что-либо, допробовать. Ну, короче, пока у нас грузится бот, чтобы нам не ждать. Допустим, вот мы пробивали как раз тот домен, да, конкурентов, пока не прогрузился, которые нашли там с Лоремом, да, как раз на предыдущем видео на Мозамбике. И нам, собственно, выдается вот такой визуал приложения, то есть посмотреть, как оно выглядит. И дальше мы можем, собственно, в архиве позаимствовать всю статику, да, то есть картиночки, которые внутри находятся. Пока у нас сейчас там прогружает клак, и бывает просто сегодня чуть подольше грузит, чтобы нам, ну, класс. Все к нашему видео, друзья, сегодня благосклонно. Вот визуал приложения, которое внутри заложено, да, вот вы можете его взять, вплоть от визуала до контента. То есть забираете, на самом деле, графическую составляющую, и также в архиве, давайте посмотрим, у вас есть внутри еще и контент. То есть все текстовые значения, вплоть до комментариев, их аватарок, описание, обои приложения, иконки. Ну, в общем, одним словом, вы можете полностью, да, распаковать. Сейчас у меня подгрузится, вот он. Распаковать весь архивчик. Давайте так вот пошире сделаю. Распаковать весь архивчик, и у вас здесь есть все абсолютно. От графики до там обои самой прилки, до, короче, ребят, которые все это комментируют. В общем, на самом деле там все, еще раз повторюсь, у вас есть под ключ. Вот обои самой прилки идут, чтобы вы понимали, да. Есть там иконочка. Ну, в общем, кому нужно, полазит, кто будет повторять, да, полазит по архивчику, здесь вся абсолютно есть информация. Ну и в текстовом документе, еще раз повторюсь, есть весь контент. От названия приложения, категории, описания, комментариев. В общем, все для вас, друзья. Ваша задача просто не полениться, попрактиковаться и повторить это. После того, как у нас есть визуал приложения, логично, нам необходимо его с вами оформить. Переходим к следующему шагу. По оформлению и созданию приложения. Плюсик создания ПВА. И мы в целом, в общем, уже создавали, да, оформление прилки. Я здесь просто пробегусь по настройкам, покажу. Название ПВА. Вы здесь указываете техническое название приложения, ну, допустим, тест ПВА какой-то, да. Дальше выбираете язык, согласно того гео, на котором нация, да, разговаривает. Дальше мы выбираем категорию, понятно, ПВАшки гемблинг. Перевод контента тоже необходимо указать. Здесь, на самом деле, еще есть ряд фич, да, которые уже неоднократно я обозревал в данном сервисе. Вы можете поставить с Play Market линку, да, с прилки вебьюшной, полноценной. То есть, давайте я быстренько покажу, о чем речь, чтобы было понимание. Допустим, открываем с вами Play Google, пишем Chicken Road. Нам показываются вебьюшные приложения, которые есть на рынке, и мы можем с вами затранслировать полностью данный визуал на PWA-приложение. В целом, в общем, это тоже максимально удобно. Давайте вставим, посмотрим, сейчас вы увидите. То есть, да, подтянулась графическая составляющая, название, весь контент, все скриншотики под ключ. То есть вы можете, на самом деле, данный пресет даже также заиспользовать. Вот вам, пожалуйста, все подтянулось, вплоть с описанием, даже количеством инсталлов. Короче, все под ключ. И можете эту историю также использовать. Если по нашему мануалу, который мы сейчас с вами делаем, да, вам необходимо выбрать, создать новую ПВА, и дальше вы уже подгрузите на следующем шаге, где приложение, сейчас мы в него перейдем, да, графическую составляющую, выкачанную из архива, которая была протянута с нашего антиклоп-бота. По настройкам больше я ничего не рекомендовал бы здесь пока трогать. Прелаудер оставляете выключено, это ускоряет прогрузку, да, самого лэнда ПВАшки. И в целом, в общем, остальное все по дефолту. В следующем шаге в разделе приложения необходимо подгрузить как раз-таки иконочку, да, нашей ПВАшки и подгрузить обои, да, вот через app скриншот. То здесь подгружаете уже обои различных вариаций. Ну, и здесь можете поиграться параметрами, да, вплоть до контента, обновления, описания и так далее. Как все это описывать, вы можете либо скопировать с текстового документа, как все есть, либо поиграться с АИшкой, да, с чатом GPT, что-то потестировать с различными посылами и так далее. Сегодня мы делаем такой, еще раз повторюсь, дефолтный запуск. То есть вы можете полностью затранслировать то приложение, которое предоставили. Ну и раздел комментарий. В разделе комментарий вам необходимо нагенерировать Creo, либо же вы можете, исходя из текстового документа, опять же, взять те комментарии, которые уже готовы на том приложении конкурентного, да, которое мы с вами пробили по клаке и нашли. После того, как мы с вами все это воедино собрали, наша с вами задача следующая. Мы переходим в ADS-менеджер для запуска полностью самой компании. И здесь нам необходимо, да, то есть вот, допустим, наш с вами кабинет. Давайте мы сейчас подчекнем, может быть, у нас что-то статка с вами обновилась, что-то еще подолетело, 12 FTD-шек, да.
14, пожалуйста, друзья. Нигерия жирно летит. Вот такие отсеты, кстати, можно выкручивать. Это немножечко, да. Вот я говорю, видите, с отбивкой проблема. Сейчас там ребята уже пофиксят. Мы это, в общем, уже пофиксили, это выявили. Ладно, сейчас у нас дело не к этому. Теперь наша с вами задача создать саму компанию для залива. Каким образом? Обращу, кстати, внимание, друзья, и Турция прекрасно, друзья, льется. Да? Окей, как компания создается? То есть следующим шагом мы с вами выкачали креатив, оформили приложение. Нам перед, собственно, да, запуском компании еще необходимо создать саму компанию. Мы с вами этот момент опустили. То есть мы создали с вами ПВАшку, она есть. Также обращу внимание, давайте здесь сразу дополню, да, вы можете также подгрузить и лендинг. Мы также сейчас ленды используем, на самом деле, тематичные, да, можно тут провалиться, его поредактировать, наверное, вот здесь, да, секундочку, редактировать, да. То есть вы можете внутри создавать тематичные лунды, друзья, под слоты. Это также дает дополнительный траст. Воронка строится следующим образом. Креатив, преленд, ПВАшка, либо креатив, ПВА, постленд. Различные флоу я бы рекомендовал тестировать. Как раз таки лундами, подобными фичами я бы рекомендовал играться. Это однозначно улучшает конверт. Я думаю, все уже, многие в медиа об этом говорят, в том числе и мы на этом акцентируем внимание, но, как вижу и показывает практика, по тому же спай-сервису, большинство веб-мастеров по-прежнему проливает просто на ПВА-линку, что является, на самом деле, такой, ну, я бы не сказал грубой ошибкой, но, на самом деле, вы должны строить нестандартные воронки, как я во всех подкастах, где меня гостем приглашали, рассказывал, как и на докладах на своих. Акцентируйте внимание на нестандартных воронках. Аудитория уже замыливается глаз. Вы должны чем-то удивлять, вы должны чем-то выделяться, да. Еще раз повторюсь, старайтесь строить что-то интересное. Как-то думать, как задержать глаз, как юзера допрогреть, как юзера заставить нажать, да, клик-баттон, там, установить приложение, либо там проиграть. Здесь, на самом деле, обращу ваше внимание, что у нас весь флоу полностью игровой, да, там нажмем на бонус, даже музычка играет. Ну, в общем, все реальная механика слота, что дает, опять же, положительные фичи. Такой маленький лайфхак здесь дам. Кто захочет вдруг отснять свой креатив, да? Буду такие лайфхаки периодически видео давать для внимательной аудитории, кто, собственно, без перемотки все смотрит. Вы можете данный ленд создать, посадить его на домен и записать крео. Каким образом? Просто вот так вот записывая экран или взяли один телефон, другой телефон снимаете, показываете прохождение, да, слота, и по факту у вас будет очень крутые показатели. То есть что имеется в виду? Вы сможете сделать такой демо-проход игры, показать какие-то эмоции, и потом через какой-нибудь Eleven Labs наложить, допустим, озвучку согласно гео, своим же голосом, но с переводом на, там, допустим, в данном случае там, на Турцию, да, на турецкий язык или на любой другой. Такие креативы очень круто стреляют. Здесь даже не нужно идти к дизайнерам, не нужно делать какие-то там, не знаю, фичи. На самом деле, вот всю жизнь работали креативы самые такие реалистичные, трастовые, да, и простейшие, без какой-либо моушен графики. Я в свое время, как уже много тоже в других подкастах рассказывал, беттингом, когда занимался, акцентировал внимание на скринкаст экрана на демо-счете. И на самом деле эта аудитория очень сильно прогревала и давала свои плоды. Поэтому, друзья, не бойтесь тестировать, не бойтесь что-то перебирать, не бойтесь перебирать какие-то идеи. На выходе у вас будет гораздо лучше и сочнее результат. Создали ПВАшку, исходя из той, которую мы нашли в спае, и следующим шагом вам необходимо создать компанию. Как создается компания? Кнопка «Все логично, создать компанию», да, указывается ее название, нейминг, выбираете свой аккаунт, владелец, далее выбираете домен, который зарегистрировали. Каждый раз забиваю этот шаг, друзья, давайте в новой вкладочке откроем, перейдем на секундочку, давайте. Короче, в разделе «Домен» вам нужно зарегистрировать просто домен. Не буду туда переходить, там все просто, думаю, каждый из вас догадается, как это сделать. Выбираете домен, который вы зарегали, выбираете источник Facebook, группу пушей, ставьте системную изначально, больше ничего здесь не трогайте. Трафик-бэк можете тоже пока не включать. Вот эти галочки, в общем, не трогать. Следующим шагом добавляете сет, то есть добавляете направление трафика. Можете как-то параметром пометить, что это у вас PWA, Flow, допустим, ну, я не знаю. Выбираете пиксель, который вы создали, добавили. В разделе «Пиксель», друзья, вы подгружаете логично пиксель. Да, еще раз давайте так откроем. Через плюсик все просто. Название пикселя техническое, да, кто владелец. Опять же, ID-шку сюда вставляете и подгружаете токен, там, который вы сгенерили в маркер доступе. Как генерировать пиксель, друзья, я думаю, вы в других видео моих можете посмотреть. Не буду сейчас на это тратить время. Все довольно просто. Шаблоны миллиард раз уже показывали. Добавляете сюда пиксель.
выбираете тот пиксель, который будет соответствовать вашей компании, и следующим шагом вам необходимо добавить ротацию. То есть, простыми словами, направление трафика. Все, просто пошагово. Выбираете свой оффер, который создали, да, там давайте пока любой выберу какой-либо. Там я тест, по-моему, называл, да, если нам все корректно с вами сделать, прям, да, вот он тест-оффер, который мы с вами создавали, выбираете его, добавляете, и следующим шагом выбираем то ПВА-приложение, которое вы также создаете. Тест ПВА, который я сейчас тыкал. Либо же можете выбрать какой-то ленд, да, и будет флоу, собственно, такой вариации. Либо оставляем просто без ленда сразу на ПВАшку. Также вы можете сплитовать визуалы приложений, то есть если вы создали несколько ПВАшек, к примеру, флоу выбираете по офферу тот же самый. Давайте немножко покажу. Все-таки здесь усложним чуть-чуть, друзья. Не могу я такие тривиальные все-таки связки делать. Хочется что-то вам такое полезное показать. Вы можете и должны тестировать различные визуалы лендов. То есть тут тест ПВА мы с вами затестили, а там ставите ту прилку, которую мы на Мозамбик с Лоремом делали. Ну, логично вы понимаете, что эти приложения все под одно гео, под один визуал. И выставляете распределение веса по 50%. Или там уравнять можно где-то, кнопочка, по-моему, была. Выровнять веса, да, 50 на 50. Все. Нажимаете «Сохранить», и следующим шагом у вас есть трекинговая ссылка, которую мы используем для залива. Для новичков, чтобы не было никаких трудностей, просто эту ссылку копируете, и дефолтно можете с ней как раз-таки и запуститься. Фиксируем. Линка есть. Вот теперь мы можем с вами перейти к созданию кампании. Нажали «Создать» еще раз. Следующий шаг. Продажи. Продолжить. И тут у нас с вами, да, название компании указываем. Тест, там, допустим, NG, Нигерия, да, старт запуска у нас сегодня еще раз 10.02. По методологии запуска, как бы я рекомендовал запуститься. Мы с вами нашли, допустим, один креатив и используете CBO 1.3.1. На Tier 3 странах это сейчас лучшая методология. Без каких-либо там, не знаю, экспериментов, вариаций и так далее. По старту, как вы помните, если кто смотрел видео про Мозамбик, 15.99. Кто вот это, друзья, из новичков сейчас смотрит, да, данное видео, освоит, я бы рекомендовал еще посмотреть предыдущее видео про Мозамбик. Там пошагово также есть ведение, аналитика и масштабирование. И есть ряд нюансов, которые мы также затронули, и это дополнит, на самом деле, текущую часть. Но вот этот мануал просто хотелось бы показать именно той аудитории, которая хочет зайти в аудиторию, но боится. Но об этом сейчас чуть дальше мы немного теоретически с вами в конце в любом случае поговорим. Указываем бюджет компании 15.99. Следующим шагом переходим в ацеты. Ацеты, друзья, это группа объявлений. Просто их нумеруйте пошагово, да, ставите единичку, так у нас с вами их будет 3, 1, 2, 3. Следующим шагом выбираете свой пиксель, да, который у вас тут должен быть пошарен. Событие конверсии ставите покупка по атрибуции. На тест я бы рекомендовал ставить вам атрибуцию изначально один день клика. Запускайтесь вот с такой атрибуцией, с быстрым отпечатком, чтобы у вас очень быстро ваши креативы показали, как они будут отрабатывать по метрикам. 1.1.1. Все, кайф. Следующим шагом. Запуски, друзья, всегда ставьте с нулей. Это 11 число, 000, 000. Все, корректно. Идем следующим шагом. По аудитории. Чтобы у вас не было никаких трудностей с реджектами, ставите следующим образом. Мы с вами делаем запуск под Нигерией. Мы эту кампанию однозначно поведем. То есть я залью потом креативы, которые я отобрал. Мы здесь с вами покажем еще результат. То есть это Нигерия. И поставьте еще Антарктика. Для того, чтобы не было никаких реджектов. Сейчас объясню, что такое реджекты. Антарктика, то есть Гонконг мы с вами сносим, и вот остаются наши гео. Да? Для чего мы ставим Антарктику, немножко для понимания, для прохождения реджектов. Давно известный лайфхак, который помогает. Кто-то у нас тут из менторства недавно проходил на этой неделе, на той неделе, сегодня уже, да, следующий вторник. Вел, короче, я звонок, и суть какая. Многие ребята говорят, вот меня там учат реджекты, даже у нас там каких-то веб-мастеров, вчера я кабинет чьи-то смотрел наших там внутренних вебов, веб замасштабился, сейчас мы найдем этот кабинет все-таки быстренько. Замасштабился, и у него на выкруте, короче, отвалился зацеп. То есть зареджектило и выкосило. Вот здесь. Нет, это все старенькое. Значит, следующий вам. Сейчас вы поймете, о чем речь. Прям один буквально. Ну, вот, ладно, сейчас на этом кабинете. Короче, выкрутил бюджет, и у него отлетело действующее объявление. Как его восстановить? Проваливаетесь, новый уник подгружаете, либо удаляете данный крео и подгружаете там свежий обновленный креатив, либо же прямо в этом ацете ручками новое объявление создаете с проуникаленной копией. Все креативы, друзья, перед запуском уникализируйте. Но сейчас мы до этого тоже дойдем. Идем пошагово. Выбрали таргет, запускайтесь изначально максимально широко. Дальше вы таргет
таргет будете сужать. Минимальный возраст 18 составляете. Рекомендации по аудитории я бы оставил тоже все по дефолту. На тир-3 это максимально широкая изначально аудитория, потом будете все это сужать. Как делать разбивки, мы дальше это также с вами пошагово поставим. Места размещения ничего не трогайте, то есть максимально изначально широкий запуск. Вот именно вот в таком все ключе. После этого объяву также я бы рекомендовал пронумеровать просто единичку. Выбираете ту фан-пейдж, которую вы ранее оформили, да, подготовили под свою воронку, под связку. Ну и следующим шагом вам необходимо указать в поле URL сайта ту линку, которая идет, где у нас там, с компании нашей WhatsApp Pro, да, которую мы создали. То есть вы копируете всю эту ссылочку целиково и указываете в URL сайта саму линку, ведущую на ваше PWA-приложение, на сам ленд. Указали. Следующим шагом вам необходимо подгрузить креативы. Креативы подгружаются довольно просто. Раздел видеореклама, медиафайлы, друзья, и там загружаете тот крео, который вы, собственно, используете, да, как мы вчера, допустим, там с Мозамбиком. Про креативы, что я хотел дополнить, да, креативы, друзья, все уникализируйте. Давайте покажем нашего бота. Итак, друзья, наш бот, еще один, да, здесь вы можете уникализировать креативы. Lead General, снизу бот, друзья. Все просто, корректно. Как оно уникализируется, давайте подгрузим какой-нибудь, не знаю, сейчас статичный файл. Вчерашний, допустим, да, под Мозамбик статику. Отправляем креатив, спрашивает, сколько копий, допустим, не знаю, 3. Пошло-поехало. Пошла уникализация, выдаются уникальные крео, и выдался архив. Скачали сразу весь архив, и эти креативы мы с вами загружаем. Все довольно, друзья, просто. Никаких тут трудностей, нюансов нету. Все для вашей пользы. В общем, пользуйтесь. Показали вам антикло бота по генерации. Все доступно максимально, друзья, для вас. Окей, и идем дальше. То есть здесь мы выбираем креатив, который вы через загрузку подгружаете, да, сейчас один еще нюанс мы с вами просто. Если это видео крео, как мы с вами, в принципе, сейчас в данном примере, да, на тайвере нашли, наша с вами задача еще также заюзать текста. Заиспользуйте текста какие-либо кликбейтные, либо если поначалу тяжело генерировать, хотите потестировать довольно быстро все в таком ключе, то тогда ничего не трогайте, оставляйте пустые. И на тир 3 лучше ставить call to action, призыв к действию, да, кнопочку, которая будет под вашим рекламным объявлением скачать. Выбрали. Здесь про улучшение мы никогда ничего, на самом деле, не трогаем. И идем далее. Один нюанс, да, хотел сказать. Не забывайте на видео крео для прохождения модерации ставить еще и миниатюрки, обложки. Это раздел миниатюра, раздел вручную, и также про уникальную копию статики, да, вы подгружаете. То есть проуникалили какую-то обложечку, подгрузили ее. Где взять, друзья, обложку? Чтобы вам, опять же, там что-то такое стороннее не генерировать, там, не использовать, не теряться, есть также наш кавер-бот. Итак, друзья, наш бот обложки. Тоже покажу адрес. Все ссылки, на самом деле, на ботов всегда есть в описании. Lead General, /низу, кавер, /низу, бот. Можете использовать все также абсолютно бесплатно. Ну и, собственно, здесь у нас такая же история, как со всеми ботами, телеграммами, да. Старт, сейчас он его подгрузит. И на различный слот вы можете нагенерить обложку. У нас там Chicken Roll с вами был, да, Chicken Madness, ну да любую, короче, давайте сгенерим. Сейчас он нам выдаст статичную картиночку, которую мы также будем использовать с вами как миниатюру. Ждем, как он сейчас подгрузит. Да, вот, собственно, генерация. Потом вы перекидываете его в бота по уникализации, да, прям можно переслать на самом деле. И там, допустим, Generals в статичного бота, да, переслали. Сколько копий? Одного уника достаточно на всю компанию. Один уник сделали, он сейчас его проуникалит. Выкачали эту проуникальную копию, и дальше можете возвращаться в ADS-ку, подгружаете сюда статично саму картиночку, выбираете ее, и она ставится на обложку. Я какую-то сейчас выбрал, да. То есть она становится миниатюрой обложкой. Это помогает дополнительному проходу модерации, если вас мучают реджекты. Реджект, что такое? Отклоненные ваши объявления при прохождении модерации. То есть по геймплею, еще по каким-либо нарушениям и так далее. Если вдруг такие нюансы происходят, чтобы пройти модерку 100%, используйте Антарктику, уникализируйте креативы, запуск делайте с отложкой на новые сутки, и на видео креативы, если вы используете, ставьте миниатюру, ставьте обложку, да, как я сказал, всех ботов вам также показал, можете использовать. Далее, следующим шагом вам остается достроить структуру до правильного размещения. Для более опытных в дальнейшем я бы рекомендовал делать параметры URL в отдельную ссылочку, да, но на начальном этапе, еще раз повторюсь, данное видео для новичков, дефолтно просто всю URL сайта ставьте все сабы, все параметры. Если вы чуть-чуть уже опытный, не раз компанию запускали, то, что бы я рекомендовал сделать, да, оставляйте ссылочку, и начиная с UTM параметров, вот отсюда уже можно все это вставлять в параметре URL. Для чего? Чтобы вас никак не могли засерчить найти. Вот как мы с вами по ФБП равно, да, нашли конкурентов, как мы там с Лоремом нашли по Мозамбику, там, да, вебов. Суть какая? Обращу ваше внимание, во-первых,
параметр URL вниз переносите, есть тоже также шанс, что ваше объявление не проспается в том же самом тайвере. Если мы с вами обратили также более внимательно на саму ссылочку, да, которая в AdSet Pro у нас реализована, здесь, обращу внимание, нету ни FBP равно, ни других UTM-меток. Короче, мы ID-шку пикселя самой ссылки здесь с вами не используем. Таким образом, нас более тяжело найти. Но это так уже, для более опытных, друзья. Да? Еще раз повторюсь, видео у нас максимально нацелено для новичков. Надеюсь, оно найдет свою аудиторию, и оно будет полезно. И вы поставите лайкосик, да, и прокачайтесь. Следующим шагом мы дублируем до нужной нам структуры данную компанию, то есть еще 2 ацета ставим. И можно их переименовать. То есть у нас будет, пускай это будет первый ацет для эталонной структуры, второй и, логично, третий. И финальным шагом, друзья, вам остается пройти, поменять креатив, да, то есть другой уник. Напомню, что каждый креатив уникализируете. Мы с вами нашли в спайке, да, там в тайвере один креатив, но данный, да, мы там нашли, что он активен. Вы его, соответственно, должны были скачать, закинуть в нашего бота, проуникализировать 3 раза, и, собственно, он готов для залива. Прошли, поменяли, поставили на каждую вариацию миниатюру, ну и, собственно, данную компанию можно дальше опубликовать. Вот это пошаговое действие запуска на дешевую страну типа Нигерии, Мозамбика, Ганны, Танзании, ну, в общем, Африка, друзья. Вот на Африке вы можете легко стартануть. Особо не будет у вас проблем по качеству. Вы можете с небольшого бюджета поспендить и сделать какие-то показатели. В данном видео дальше будет уже такая практическая часть, да, по ведению кампании. Я в действительности залью для вас Нигерию, друзья, и покажу, как вам базово эти кампании вести и фильтровать. И мы отмерим, там, не знаю, спенд в $500, давайте, да, какой-нибудь там зафиксируем, и посмотрим, какие показатели у нас получатся с вами. Собственно, я прям вот сделаю, только нормально все это соберу, не спеша, да, уже как с моими там взглядами. Здесь вам все-таки нужно это постараться повторить. Что бы я хотел подметить? Почему в текущем, наверное, в текущих реалиях большинство веб-мастеров не могут заливаться в плюс, да, то есть не могут выстраивать профитные кампании? Все это связано лишь только потому, что, во-первых, многие думают, что нужен большой какой-то спенд, и лезут ошибочно еще в какие-то тир-2, тир-1 страны. Даже ту же самую Турцию пытаются за нами повторить. Вот эта Африка, друзья, для вас просто будет открытием, да. Африка, там очень много стран, различных форматов. Нигерия, Танзания, там Конго. Конго, причем там в 2 вариациях есть, да, там Республика Конго демократическая, еще там Конго есть. Полазите, говорю, в нашей партнерке вам на каждую африканскую страну предоставит жирный оффера с хорошей ставкой, с хорошими условиями и так далее. Далее, ваша задача, собственно, собрать правильный сетап. Вы можете обратиться к нашему менеджеру в наш шоп, да, вам помогут, подскажут, и в целом, в общем, вы соберете правильный сетап и сможете все подвязать. Хорошая платега — это ADS-карт, хороший антидетект — это браузер Vision. Далее, собственно, хороший трекер и сервис. Чтобы не брать отдельно трекер, чтобы не брать отдельно ПВАшки, кто-то, если захочет проливать с лендами, отдельный сервис вроде там линки не приобретать, в формате сервиса AdSet Pro вы можете заюзать все это воедино. Ссылочки также есть, друзья, на все сервисы в описании. Так почему все-таки сливаются? Лезут другие гео, не выдерживают спенд на тест и, собственно, сливаются. Здесь же в той же самой Африке, Нигерии, вот то, что в этом видео у вас вы посмотрите дальше, практическую часть. Мозамбик, предыдущий ролик посмотрите. Там недостаточно небольшой спенд был затрачен в целом и общем, да, и получились плюсовые результаты. И вот здесь не спеша вы таким образом можете разогнаться, потестировать различные крео. И когда вы набьете руку по заливам, даже бог с ним, первый залив вы сделаете в 0. Это уже победа. Дальше вам нужно будет делать разбивку и стараться это все дело соптимизировать. Что имеется в виду под оптимизацией, да? То есть вы можете еще и удешевить результаты. То есть можно пролезть там, допустим, в тульную компанию. Давайте выберем там наши сейчас компашки, которые у нас там с Лоремом ведутся, да? Я там не лезу в Турцию, пускай тот же самый Мозамбик, да? Что у нас там 11 депозитов, обновим, все так же 11. Прекрасные. $3, друзья, выплата. Вот вам, пожалуйста, сегодня один день льется, да? Давайте поставим там столбец, еще один добавим. Мы дальше про метрики поговорим. Просто я к чему? Ценность. Сейчас, секундочку. Ценность, друзья. Ценность результатов, да, у нас. Ценность результатов добавим. Вот вам, пожалуйста, минимальные показатели. $33 выплаты, 21 потрачен. Вот вам сколько тут получается? $12 чистой маржи, да. На курс там переведите, кто в какой стране живет. Вот вам какие-то показатели. Это для тех ребят, кто работает, кто ограничен бюджетом, но хочется в данную сферу зайти. Попрактиковаться,
понабивать руку, сделать какой-то профит на эти гео максимально реально. Не лезьте в дорогие гео и максимально педантично следите за метриками, за показателями конверта. Вот как вы видите сверху здесь все столбцы, в таком же ключе вам и необходимо выстроить все метрики, чтобы у вас все было это максимально эталонно и правильно. Вот таким образом это будет, еще раз повторюсь, самые лучшие показатели на выходе. То есть вы прочувствуете, как работают компании, вы прочувствуете, как идет сам технический процесс настройки, вы сможете и подумайте потом в дальнейшем, как это все масштабировать, и по разбивке, вот немножечко про оптимизацию здесь тоже затрону, то есть вы можете по местам размещения смотреть, откуда идут FTD-шки, да, это полезно делать, и что-то потом искоренять, где-то идут у вас дорогие депозиты, где-то у вас идут там дешевые депозиты, ну, в общем, то есть вы сможете все это смотреть и понимать. Вот, допустим, у нас с вами с ленты ФБ идут дорогая метрика, да, дорогой депозит. В других, допустим, в других отсетах, да, здесь у нас с вами Facebook Reels очень дешевый показатель дал. 3 депозита, по сути, по 78 центов. Прекрасный ROI. Но в то же время, если посмотреть там, да, ну, Лента ФБ здесь у нас ничего не съела. Если посмотреть там другие отсеты, где-то можно найти какие-то пересечения и что-то удешевить. Также и по полу с возрастом, да, то есть есть у нас самая такая дефолтная разбивка. Возраст и пол. Можно также посмотреть сегментирование, какая половая принадлежность депает, да, какая, наоборот, съедает бюджет. Здесь, допустим, видим, что у нас 25-34 женщины, наоборот, депают. Да. Здесь тоже 25-34 женщины депают. Сейчас, представляете, с вами выявим, да, что, допустим, у нас мужчины здесь 18-24. То есть ваша задача найти те пересечения, которые вы могли бы соптимизировать. То есть это, конечно же, нужно анализировать, и данное видео у нас вовсе не про это. Но я к тому, что это возможно и нужно делать. Вот на дешевых гео, еще раз повторюсь, вы сможете, на самом деле, удешевить свои результаты, да, и найти более дешевые показатели. Это, на самом деле, нужно вам и важно очень делать. Если мы еще раз там прочекаем, здесь у нас тоже, смотрите, вот вам, пожалуйста, 2 кабинета, да, здесь 14 уже FTD стал. Давайте здесь тоже столбик добавим. То есть у нас там получилось сколько с вами, там 12 долларов чистой маржи, и здесь, если добавить, тоже ценность конверсии, и здесь еще какая-то сумма, да, там выходит у нас, получается. Ну, давайте я там умножу 14 депозитов, ну, то есть, образно, еще 14 долларов. Все-таки добавлю, да, люблю педантичный. Здесь у нас 42 доллара, 25 затрат. Почти здесь 20 долларов. Вот вам 30 долларов уже за неполные часы, за 15 часов новых суток, да, текущих. По сути, еще спен только идет, да, до наступления новых суток, а кабинет у нас стартует завтра, новые сутки не обновляются, минус 7 в 10 часов утра завтрашнего дня. Вы можете еще там энную сумму дозаработать. И вот, собственно, мы это с вами даже в этом видео зафиксируем, посмотрим, какие будут показатели по этим компаниям, и вы уже там поймете. И как их масштабировать, а это можно масштабировать на дистанции и получать более жирные результаты. Возможно. Ваша просто задача, друзья, сделать все это пошагово, разобраться. А те, кто в действительности хочет, на самом деле, дойти до более точного результата, я могу вас за руку от самого начала до результатов плюсовых и масштабирования, и понимания, как это оптимизировать, и выходить на более дорогие гео с помощью трудоустройства и так далее. Мы также к себе вебов собираем. Приходите к нам на менторство, друзья. Как команды, так соло-игроки, новички и так далее. Мы с вами все это вместе закроем. Причем мы не каждого, на самом деле, друзья, сейчас берем. Вы должны немножечко, да, скажем так, быть усидчивы, должны быть не лентяем. Здесь важна только вовлеченность, а остальное, собственно, все уже с нас. Не нужно ничего бояться, нужно просто брать и делать, друзья. Опять же, наш формат менторства, он выстроен на чисто практической работе, да, без каких-либо там, не знаю, водяных там видосов, какой-то теории, болтовни и так далее. Мы вас просто за руку, да, проводим и, собственно, реализуем вместе запуски. Устраиваем всю архитектуру, правильно все оформляем, ведем вместе компании, вместе их масштабируем, набиваем руку, и вы практикуетесь. Данный формат, на самом деле, очень круто себя зарекомендовал. Мне кажется, о нас уже там многие говорят, да, и там, говорю, многие там и сильные, именитые команды приходят. Это не только новички. И если вы вовсе там с Фейсбуком не работали ни разу, данный продукт будет вообще там идеально подходить для вас. Но если вы также скилловый вебмастер, хотите выйти на плюсовые роя, хотите научиться правильно масштабироваться, welcome, также вас, собственно, ждем. И мы с вами сможем всю эту историю масштабировать, раскачивать и доходить до результата. Думаю, данный ролик, да, друзья, для вас был полезен. Здесь
был пошаговый запуск, да, в 2026 году, как, собственно, все это запустить, создать и вести компанию. В следующей, там, да, в следующем фрагменте практическом, который буду я уже из дома вам вести, да, там, до пятницы, наверное, включительно, мы с вами зафиксируем какие-то положительные результаты, ну и, собственно, также разыграем среди комментаторов, да, предыдущего видео $100, как мы и обещали. Поэтому, друзья, поставьте лайк, напишите прямо сейчас здесь комментарий и укажите тему, которую вы бы хотели разобрать. Всем спасибо, всем пока.